Всем привет! Давно хотел снять обзор на этот инструмент, да как-то, когда начинаешь работать, забывается. В общем, некогда было. Сегодня в очередной раз он мне понадобился, начал работать, все-таки отложил, думаю, дай поделюсь с вами своими впечатлениями. Провод здесь у нас 3 метра, ну, в принципе, хватает. Потом рукоятка фиксируется в 3 положениях. Здесь есть блокировка шпинделя кнопкой, вот кнопочку нажали, оснастку поменяли. Есть также плавный пуск в ней и защита от перегрева. То есть если долго работаете, аппарат как бы устал, он сам отключится и пока не включится, пока не остынет. Кожух с движным сегментом, вот он так открывается, и вы можете где-то в угол близко подойти, там что-то вам надо отшлифовать. Вот эти вот щеточки, они не дают пыли как бы выходить наружу. А теперь я расскажу, где конкретно я пользуюсь этой машинкой. Например, часто санузлы, там старые, вторичка, там покрашена где-то масляная краска. Очень хорошо это снимается. Потом в новостройках бетонные стены, где-то есть наплывы, бугры, тоже я это убираю. Вот сегодня я, например, счищаю шпаклевку от 0,5 до 3 мм примерно шпаклевки здесь. Я, кстати, покажу сегодня, как эта машинка с этим справляется. Вот есть еще один маленький нюанс. Покажу, если видно будет на камеру. Вот эта чашка алмазная. Ее нужно, конечно, выбирать по высоте самой чашки, чтобы она 1-2 мм не доходила до плоскости самих щеток. То есть есть чашки, вот, допустим, вот эта у меня не родная. Я думаю, что родные вот от Интерскол, они, наверное, четко будут сюда подходить. У меня же это Матрикс. И она как бы немножко глубоко садится сюда. И приходится очень сильно давить, сжимать вот эти щетки. Мне кажется, они быстро выйдут из строя тогда. В принципе, можно использовать любые алмазные чашки. Если вот вы подберете, например, вот у меня просто сюда вставляете такую дополнительную шайбу. На где-то 3 мм, наверное, у меня. Взял я ее вот от такого штробореза. Все, ее поставили вот сюда, сверху одели любую чашку, зажали и все, можно работать. Сейчас я вам, в принципе, продемонстрирую, как снимается шпаклевка со штукатуренной стены, как бы. Сами все увидите. Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. Так, посмотрим, что у нас в самодельном циклоне в нашем. Так, вот такая вот херня получается. Шпаклевка. Ну, где-то чуть меньше пол-ведра получилось. Так что аппарат справляется со своей задачей на все 100%. Если вам понравился данный обзор, то поставьте, пожалуйста, палец вверх. Если у меня еще много всякого инструмента для отделочных работ. Занимаюсь я отделкой уже порядком около 15 лет. Буду снимать дальше обзоры на те инструменты, которые у меня есть из бюджетного сегмента, скажем так. Потому что ремонты, которые делают 99% населения, в принципе, этого инструмента хватает.